Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Сегодня давайте поговорим о некоторых жизненных ценностях, которые нам сложно признать. Наступил момент столкнуться с ними лицом к лицу. Жизнь– это череда выборов, которые вы сделали, делаете и будете делать. А сейчас пусть все мысли и размышления покинут вашу голову. Просто обратите ваше внимание на настоящий момент. Сфокусируйтесь на том, что вас сейчас окружает. Свет, звуки, ваше тело, земля под ногами, объекты и люди, движущиеся и покоящиеся вокруг вас. Не судите эти вещи и людей, потому что они просто есть и должны быть. Просто примите то, что они есть на самом деле, потому что как только вы принимаете реальность, вы можете найти способы ее улучшить. Видеть жизнь такой, какая она есть, без всяких розовых очков, идеалов и фантазий– вот ваша задача. Отпустите все ваши раздражители, примите их и просто проживите этот момент. Если захотите, через минуту вы можете снова окунуться в этот водоворот иллюзий, фантазий и искаженного мировоззрения. Достаточно потерять концентрацию, внимание и фокус. Но прежде чем вы это сделаете, у вас есть время, чтобы напомнить себе о некоторых истинах, которые мы любим отрицать, когда мы слишком глубоко завязли в наших собственных мыслях. Одна из крылатых фраз императора Николая I, которая прошла красной нитью через весь период его правления. «Мне не нужны умники, а послушные верно подданные». Действительно, сильные мира сего не заинтересованы в том, чтобы люди чрезмерно развивались интеллектуально, ведь тогда ими сложнее будет управлять в свою пользу. Только каждый из нас в отдельности сильно теряет от такой позиции. Отрицание важных истин еще никому не помогло сделать жизнь лучше. Вот что думают по этому поводу Павел Карпачев и Марк Чернов. Умные люди инвестируют в прибыльные активы, а мудрые– в здоровье. Отлично, когда не приходится выбирать между вложениями в здоровье и чем-то другим, но, увы, так бывает не всегда. Есть не один десяток людей, которые предпочтут лишний модный гаджет своевременному обследованию в хорошем медицинском центре, пивную вечеринку, занятию в спортзале и без проблем откажутся от отпуска 2-3 года подряд, чтобы подзаработать денег и репутацию. В конце концов, воспользоваться всем тем, что нажито и наработано непосильным трудом, сможет разве что безутешная вдова. Большинство наших прекрасных воспоминаний ложные. Вот в СССР все было. И заводы, и балеты, космос, и порядок, и уважение. А пломбир какой! Слышали такие фразы, а может и сами их произносили? Дело в том, что наш мозг– большой шутник. Как сегодня поступают соцсети? Они подсовывают нам информацию, что вы делали в этот день, год, 2, 3 назад. Милые фото, приятная ностальгия. И также поступает наш мозг. Он связывает для нас прошлое, когда мы были молоды, влюблены, активны, с пасторальными картинками вроде особого пломбира, речки в деревне или больших деревьев. Со временем мы вспоминаем уже не само событие, а наши последние воспоминания о нем. Это происходит до тех пор, пока истинная картинка не искажается целиком. Так что примите как данность. Прошлое не было лучшим, чем настоящее. Оно просто было, и в этом его смысл. Мы стартуем из неравных условий, и поэтому приходим к разным результатам. Пэрис Хилтон родилась наследницей гигантского бизнеса и сумела изящно спустить в унитаз свои перспективы быть к этому причастной. От Стива Джобса отказались биологические родители, но он сумел добиться нереальных высот. Правда, оба персонажа представители исключений, лишь подчеркивают правило. Оно гласит, если тебе в детстве пришлось бросить школу и работать, чтобы прокормить братьев, сестер и родителей маргиналов, то твои шансы на успех во много крат ниже, чем у тех, у кого с детства личный водитель развозил по самым престижным кружкам. Это не приговор, тем не менее тебе придется бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте. А если хочешь двигаться вперед, то еще в 2 раза быстрее. Нужна помощь? Помоги себе сам.
Как говорится, сначала Аня мечтала, что приедет принц на белом коне и увезет ее подальше отсюда, а потом об этом стал мечтать ее муж. Ну, это лирическое отступление, а на самом деле подумайте, почему другой человек должен озаботиться спасением вашей жизни, если даже вам самому это не интересно. Если же кто-то надумал так и протянуть вам руку помощи, очень советую заранее узнать ожидаемую плату за доброту, чтобы после не было мучительно больно и неловко ощущать себя банкротом, пусть и моральным. Вам никто ничего не должен. Если вы предпочитаете исходить из парадигмы существования справедливости, то, вероятнее всего, проживете эту жизнь человеком неудовлетворенным и разочарованным. Потому что ее нет. В вашем частном понимании уж точно. В нашей жизни столько всего, что мы не можем контролировать. Вы не можете контролировать все, что происходит вокруг вас, но вы можете контролировать то, как вы реагируете на это. В вашем ответе ваша величайшая сила. Наши ожидания часто делают нас несчастными. Счастье – это способность отпустить то, что вы предполагаете иметь ценность в вашей жизни. Это страшно. Кажется, что вы теряете весло в бурном жизненном потоке, но это не так. Мы всегда будем несовершенны. Если стремиться к идеалу, прежде чем поделиться своими историями, идеями, талантами с миром, никто никогда нас и не услышит. Мы тратим много времени на беспокойство. Беспокойство никогда не изменит результат. Больше делать, меньше волноваться. Тренируйте свой ум, чтобы увидеть урок в любой жизненной ситуации, а затем делайте вывод и изменяйте жизнь, чтобы стать лучше. Лучшие уроки часто приходят в самый трудный день. Оставайтесь сильными. Иногда жизнь возвращает вас на самое дно, чтобы заставить выучить урок, который вы не выучили бы любым другим способом. Успех легко проникает в наши головы, а неудачи легко проникают в наши сердца. Наш характер часто проявляется в моменты наших взлетов и падений. Будь скромным на вершине горы, будь твердым и решительным у ее подножия, будь верен себе в промежутках между. Мы путаем занятость с продуктивностью. Мы должны обращать внимание исключительно на рост, поэтому сфокусируйтесь на том, что действительно важно, и отпустите то, что не позволяет расти. Чем больше бесконтрольных денег, тем больше проблем. Да, нам нужны деньги, чтобы жить. Нам нужно их заработать, сохранять, инвестировать. Но избегайте траты денег, которые вы не заработали, чтобы купить вещи, которые вам не нужны, которые созданы, чтобы впечатлить людей, которых вы даже не знаете. Управляй своими деньгами, иначе они будут управлять вами. Наши модные гаджеты часто обезличивают нас. Все мы должны научиться быть более человечными. Не избегайте зрительного контакта, не прячьтесь за гаджетами, делитесь эмоциями, лицом, а не смайликами. Рассказывайте истории, слушайте их. Как общество мы слишком увлечены внешней красотой. Если бы весь мир вдруг ослеп, как люди смогут увидеть вашу красоту? Человек – хозяин тела, но он внутри него. Будьте красивыми изнутри, иначе внешняя красота – это только дешевый фантик. И всегда старайтесь видеть истинную красоту в других. По умолчанию мы судим других по их поступкам, а себя по своим идеалам. Вы сами по себе уже тот тип человека, которого вы хотите встретить и с кем хотите быть рядом. Вы единственный человек, чьи действия, слова и идеалы всегда будут вам нравиться. Не всегда нам возвращается столько же, сколько мы отдаем. Обвинение других – это признание невозможности контролировать свою жизнь. Верните власть над своей жизнью обратно. Лучшая часть вашей жизни начнется на следующий день, как только вы решите, что ваша жизнь является вашей собственностью. Легче держаться, чем отпустить и расти. Отпустите и двигайтесь вперед. Только это поможет вам осознать, что некоторые вещи всего лишь являются частью вашей истории, но не частью вашей судьбы.
Если вы хотите получить выгоду, то вы должны быть готовы на это потратиться. Большинство мечтает о наградах без рисков, торжества без испытания, но жизнь играет по другим правилам. Когда вы найдете то, что вы хотите, спросите себя, что я готов отдать, чтобы это получить. Даже при всех наших достижениях прогресс по-прежнему требует старого доброго рутинного труда. У многих жизнь может неожиданно оборваться. Так или иначе, никто из нас не может жить вечно. Поэтому гораздо труднее изменить длину своей жизни, чем ее глубину. Как глубоко вы живете сегодня? Вот о чем вы должны волноваться сегодня, а не о том, как долго вы еще проживете. Будьте внимательны. Всегда будьте здесь и сейчас. Шагайте смело, не жалейте, не оглядывайтесь назад. Мы не можем знать, что скрывается за горизонтом, но именно это делает наше путешествие, каждый наш новый день интересным и увлекательным. Напишите в комментариях, с чем вы согласны, а что душа не принимает. Всем здоровья и ума. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. До новых выпусков. Пока-пока.